Всем привет, это видео на канале Комф, меня зовут Саша Лепота. Зима в этом году пришла очень по расписанию. Первое число, много снега и мороз, но согласитесь, это всяко лучше, чем слякоть. Однако говорить мы будем сегодня не про погодные условия, а про фотографию. Я вам расскажу, как и что лучше всего фотографировать зимой. Первое, что вам нужно знать, зимой можно фотографировать то же самое, что и летом. К примеру, если вы увидели красивый рассвет, закат, какую-нибудь архитектуру или просто перед вами разворачивается какая-нибудь сцена, доставайте свой смартфон или фотоаппарат и фотографируйте. Тем не менее, узконаправленные зимние советы у меня тоже есть, потому что зима все-таки отличается от других сезонов. Начнем с инвентаря. Обязательно им запасайтесь, хотя бы базовым. Дело в том, что зимой холодно, и как бы вы ни старались, намного сложнее выглядеть стильно. Я не говорю, что это невозможно, это просто сделать тяжелее, потому что все люди похожи на один сплошной пуховик, и силуэт человека прорисовывается сложнее. А нам же в кадре нужны какие-нибудь яркие контрасты, которые не только разбавят, но и украсят наш кадр. Поэтому используйте все, что придет в ум и попадется под руку. К примеру, красивые варежки, шапки, шарфы, пледы, термосы. Все это поможет в зимний период. Не стесняйтесь просить модель снять верхнюю одежду на короткий период, понятное дело, потому что за минуту со здоровьем ничего не произойдет, ну разве что если у вас не мороз минус 40, а вот кадр станет намного красивее. Идем дальше. Используйте снег. Это очень актуальный совет для зимнего периода, но на самом деле все не так просто. Как и в случае с туманов, нужно правильно уметь ловить момент. К примеру, если вы утром просыпаетесь и летом, осенью или весной замечаете туман, то вам надо идти фотографировать. Так чем же зима отличается? Дело в том, что когда вы просыпаетесь и понимаете, что всю ночь шел снег, и он еще не успел сойти с веток деревьев при помощи ветра или чего-нибудь еще, то есть он там есть, обязательно берите камеру и идите снимать. Все это выглядит очень атмосферно. Ага. Кстати, пока снег пушистый и его много, он также красиво смотрится и на крышах одноэтажных или двухэтажных домиков. Причем со снегом можно фотографировать как отдельные объекты, те же деревья или домики, так и целые пейзажи, и все это будет выглядеть очень красиво. Небольшой технический совет. Помните, что зимой с большим количеством снега в кадре фотографии могут получаться засвеченными или пересвеченными, поэтому обязательно вручную контролируйте экспозицию, чтобы в каждом сантиметре вашего фото, чтобы везде на снежных участках сохранялась информация. Зимой очень легко подчеркнуть домашний уют. Обычный домик со включенным светом, который виден из окон на фоне заснеженных елей, будет выглядеть очень и очень хорошо. Особенно если вы в редакторе потом добавите теплоты свечению из окон. И последнее. В Украине, к примеру, очень много полей, и их можно использовать зимой намного круче, чем летом. Потому что летом это слишком банально, а зимой можно добиваться интересных минималистичных фотографий, на которых все будет белым, кроме некоторых ярко выделенных объектов. Согласитесь, все достаточно просто, и это основные советы по съемке фотографий зимой, чтобы вас сильно не грузить какой-то сложной информацией. Я не буду этого делать, потому что я и сам не профессиональный фотограф и фотографирую просто себе в удовольствие. Но если вам нравятся мои фотографии и то, что я делаю на этом канале, то давайте повторим то, что мы делали и в прошлом месяце. В комментариях к этому выпуску оставьте ссылку на одну свою фотографию, которую вы хотели бы, чтобы я обсудил в видео. Потом я выберу самые понравившиеся мне, над которыми можно еще чуть-чуть или поработать, или просто отметить как очень удачную фотографию. И мы обязательно обсудим это в одном из следующих видео в этом месяце. Спасибо за то, что посмотрели этот ролик. Не забудьте поставить ему палец вверх, если видео было вам полезным. Подпишитесь на наш канал, а также смотрите видео про то, как сделать силуэтную фотографию и про то, как использовать выборочную коррекцию в Snapseed.